Всем привет, с вами Диан 2011. И сегодня в этом видео я вам расскажу, почему маппинг не так популярен, как остальной контент на YouTube. И кстати, это сейчас не мой голос, я просто в интернете нашел бота и с помощью него озвучиваю сценарий, который написал. Надеюсь, это лучше, чем тупо читать субтитры. Сразу предупреждаю, что в этом видео могут быть ошибки и неточности, так как я делаю видео такого формата первый раз. Если найдете ошибки, то обязательно пишите об этом в комментариях, я не обижусь, а наоборот учту свои ошибки, которые вы нашли. Ладно, хватит болтовни, начинаем. В этом видео я буду затрагивать две основных темы: почему маппинг не популярный и как помочь маппингу стать популярнее. Начнем, как всегда, по порядку с первого. Итак, первая причина совсем очевидная — это лень. Да, мапперы очень и очень часто ленятся выпускать новые видео, а если видео выходит редко, то это значит, что на канале произойдет спад актива. Если актив низкий, то YouTube не будет дальше продвигать маппера и его видео. Вторая причина — это неожиданно мапперская политика. Для тех, кто не в курсе, что это, кратко объясню. Мапперская политика — это все мапперские организации, которые ведут что-то типа политики государств в реальности. Проблема этой политики в том, что она может доставлять неудобства продвижению видео. Хоть и политики рейдят в основном недомапперов, но недомапперы — это часть маппинга, так что политика — это тоже одна из причин непопулярности маппинга. Третья причина — это неинтерес аудитории YouTube к маппингу. Возможно, большинству аудитории YouTube маппинг просто не интересен, поэтому они не смотрят его. Четвертая причина — малый выпуск шортсов со стороны мапперов. Когда YouTube в своем новом обновлении выпустил шортсы, авторы другого контента быстро начали заполнять этот новый раздел на YouTube. Но со стороны мапперов там активности особо нет. Маппинг в шортс выпускает в основном маленькие мапперы, у которых даже меньше 300 подписчиков. И наконец, пятая причина, про которую никто не говорил, это малый возраст маппинга в YouTube. Почему же никто не мог подумать, что маппингу просто появился недавно и ему нужно время, чтобы стать популярным? И да, я сейчас говорю именно про маппинг в YouTube. Я понимаю, что первое видео в маппинге вышло вообще в нулевых. Но это не совсем маппинг, а просто анимация с виду, напоминающая маппинг. На русскоязычном ютубе маппинг активно начал развиваться в 2018 году, и с этого момента прошло 5 лет, что не особо много. Думаю, нам нужно просто подождать, когда маппинг станет чуть старше. Возможность, тогда к нему придет больше популярности. Ну а пока мы перейдем к следующей теме видео. Как же помочь маппингу стать популярнее? Я думаю, что, во-первых, мапперам нужно стараться не лениться, ну или, к примеру, объединиться. Собрать 3-4 хороших маппера и вместе делать видео. К примеру, один рисует карту, другой делает сюжет, а другой ищет материалы для видео. Также мапперам нужно почаще соревноваться друг с другом, ведь конкуренции в маппинге достаточно мало. Еще стать маппингу популярнее может помочь вкладка Shorts, на которую крупные мапперы вообще походу забили. Например, можно было бы сделать какому-нибудь перпел мапперу в шортсах трейлер для своего видео, чтобы привлечь больше внимания. Для политиков я бы предложил сначала предлагать помощь недомапперу в развитии. А если он отказывается, то рейдить его. Также предложил бы обдуманнее выбирать цели для рейда. Думаю, вы меня поняли, надеюсь, вам нравится такой формат видео. Всем пока. А блин, никто же до конца не смотрит.